Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на очередной рыбалке, только в этот раз наша рыбалка будет не совсем стандартной. Мы очень долго к этому готовились, все никак не могли собраться, и вот наконец-то собрались. Мы решили выехать на природу вместе с рыбалкой на 3 дня. Наша рыбалка будет проходить на Десне, в районе Хотяновки. Кто внимательно нас смотрит, в прошлом видео, где мы хорошо ловили сенца крупного, тогда мы ловили с лодки, и как раз таки наша лодка стояла вот прямо напротив этого места, почти посередине Десны, и рыбалка была довольно-таки результативной. Мы, когда ловили на лодке, смотрели по сторонам и увидели, что это место действительно такое довольно интересное. Здесь нет людей, нет машин, тихо, красивая природа, и поэтому решили приехать именно сюда. Как я уже сказал, мы ловить и отдыхать будем 3 дня. Мы себе немножко так распланировали по блюдам. У нас будет 3 основных блюда. Сегодня мы приготовим картошку с мясом, с овощами на сковородке из диска бараны. Завтра у нас по плану плов на костре, и послезавтра, в последний день, мы себе приготовим уху. Конечно же, мы взяли все овощи, все специи, рыбы пока еще нет, потому что мы только приехали, но надеемся, что все-таки на уху рыбу мы наловим. Вот такие вот у нас планы. Ты не сказал самое главное. Да. По тактике ловли мы сегодня планируем ловить не только на классический фидер, но и на флет-фидер на реке. Мы такого еще не практиковали практически, поэтому сегодня мы это испробуем. Как известно киевским рыболовам, на Десне зачастую попадается хороший карась, поэтому мы на него надеемся и поставим в стороночке флет-фидер отдельно с попапчиком, либо с какой-то другой наживкой. Будем пробовать и экспериментировать. Да, действительно, Влад прав. Кстати, вот это вот все мы придумали, когда ездили мы ездили туда в Пуховку на Десну, и у нас тогда клюнуло, по-моему, 3 или 4 таких довольно крупных карася. И мы решили, стоп, а почему все ловят на флет только вот на озерах, тем более на платниках, почему бы не попробовать половить карася просто вот на реке? И вот мы решили действительно, как Влад сказал, у нас будет по одному удилищу как основное, то есть там будет какой-то, скорее всего, скользящий монтаж, асимметричная петля, обычные наживки, обычные поводки, будем бросать там подальше. Ловить обычную рыбу, там, не знаю, там плотва, там лещ, подлещ, там тот же самый, может, сенец, но по одной палочке у нас будет стоять в стороне с флет-кормушкой, ну и там уже будут какие-то попапчики. Сейчас я покажу наш лагерь, мы уже успели разложиться. Ну, здесь, понятно, вот вы видите, здесь будет Влад ловить. Здесь вот мое место. Вот одна палочка, вот эта вот, которая справа, это будет на флет, коротенькая, потому что я буду бросать ее совсем недалеко от берега, туда вот в камышек. И вот эта вот длинная палка 4,2, ей я буду наваливать туда подальше. Здесь у нас ловит наш друг Витя, он тоже ловит на 2 удилища, но правда он не будет ловить на флет, потому что он только начинающий рыбак. Он просто связал себе 2 обычных монтажа, там подцепил на один опарыша, на один красного червя, и вот сейчас поставил колокольчик и тем временем рубает дрова. Что у нас тут дальше? Ну, здесь у нас стоит стол, тут мы немножко уже так накрыли. Тут у нас палатки, 2 палатки, и вот самое главное место нашего отдыха — это кострище. Здесь у нас уже стоит подготовленная сковородка из диска бараны, как я уже говорил. Сегодня мы будем это блюдо готовить на сковородке. Ну и также потом мы эту сковородку уберем, здесь поставим треногу с котелком и уже будем там готовить плов, ну и возможно уху, если наловим рыбу. Вот такие вот у нас дела. Все основное рассказал, по рыбалке рассказал, по отдыху рассказал. Сейчас вот почему-то на нас идет какая-то такая страшная грозовая туча. Но я думаю, что дождь нас пронесет. Даже если не пронесет, то как-то мы это все спрячем. Дождь закончится и будем ловить уже в нормальной, по нормальной погоде. Вот так. Поэтому сейчас как бы дел у нас много. Тут надо сейчас все это подготовить по кухне, по рыбалке. Еще ничего не связано. Ну и, конечно же, мы сейчас еще замешаем прикормку. Замес, как всегда, я тоже вам покажу. Мы будем делать 2 отдельных замеса. Один замес основной, и второй небольшой будет замесик чисто на карася, то есть на ту палку, где будет стоять флет-кормушка. Все-таки дождь нас не обошел стороной.
Просто нереальный ураган. Нам звонили с Киева. Говорили, там ломает деревья, ветер сильный. Ну, я смотрю, то же самое и у нас происходит. Там вдалеке молния. Буквально вот приехали полчаса назад, светило солнце. Мы еще ставили зонтики, потому что было очень жарко. Сейчас все, уже моросит. Небо затянуло. Просто капец. Ладно, сейчас мы пережидаем этот ураган, эту грозу. И потом будем замешивать прикормку. Потому что я только что хотел уже замесить наш корм сегодняшний, но не успел, к сожалению. Смотрите, что происходит. Просто нереальный ветер. Вот такие вот дела. Ладно, идем сейчас от дождя прятаться. Потом продолжим. Ну что ж, ливень наконец-то закончился. Мы его успешно переждали, пересидели. И теперь можно замесить прикормку наконец-то. Значит, у нас, как я уже сказал, один замес будет основной, второй замес будет чисто на карася для флет-методных кормушек. В качестве основного корма мы будем использовать 2 килограмма покупной прикормки. Это 1 килограмм прикормки лящ-корица и лящ-карамель. Несмотря на то, что прикормка лещевая, даже если леща не будет, все равно на эту прикормку, как уже показала практика, будет клевать абсолютно любая рыба, которая будет на нашей точке. Поэтому то, что она лещевая, вы сильно внимания на это не обращайте. Хотя все равно где-то далеко, глубоко в душе мы на леща все-таки рассчитываем. Также мы сюда в основной замес добавим вот такой вот стик, такой вот красной, флуоресцентной, яркой пастанчины. И основной замес мы замешаем на воде с добавлением меласы. Так, меласу я не взял, меласа у нас здесь. Это мы спрятали ее, когда и шел дождь возле палатки под козырьком. Значит, основной замес мы замешаем, как я сказал, на воде с добавлением меласы. Здесь у нас будет меласа классическая, без ароматов. А замес на карася мы будем делать с помощью вот такого вот килограмма прикормки карась-макуха. Мы взяли всего лишь килограмм, потому что нам, ну, его по идее должно хватить, потому что флет-кормушки мы будем забрасывать не часто. И тем более у нас будет всего по одному удилищу, плюс кормушки у нас флетовские небольшие совсем. Поэтому килограмма нам хватит. Карась-макуха. И также это мы замешаем на воде с добавлением меласы с ароматом чеснока. Карась любит чеснок, поэтому меласа с ароматом чеснока, я думаю, должна сработать. Если, конечно, карась подойдет на нашу точку. И также, я еще не сказал, в основной замес мы добавим вареный горох. Вот такой вот. Мы решили сразу все не добавлять, потому как будем несколько дней, и чтобы это все не испортилось, мы часть гороха используем сегодня, и часть гороха замесим завтра. Конечно же, его главное положить в прохладное место, чтобы он не испортился. Так, увидите, произошла первая поклевка. Сейчас посмотрим, что там. Ну, нормально так клевало. Посмотрим, что там. Видите, что-то чувствуется? Если это карась, я буду рад. Хотя я буду рад всему. Это кто у нас? Подлещик. Подлещик, да. Подлещик. На что клюнул? На красного. Просто на красного, да? Длинный поводок у тебя. Это хорошо. Где есть подлещик? Ну все, первая рыбка у нас есть. Вторая. А, уже вторая, да. Пока я мешал корм, Витя поймал ерша. Ну, на уху то, что надо. Итак, на удилище у нас заброшены уже. И вот мы начали готовить наше сегодняшнее блюдо. Картошечка с мясом и с овощами. Сейчас мы мясо зажарим до золотистой корочки, его достанем, чтобы оно не пересушивалось, и будем забрасывать картошку, Кабачки. потом кабачки, потом перец и в конце помидоры. Ну и, конечно же, мясо вернем
назад в сковородку. Уже помидоры пустили сок, стали такие мягкие. И настало время добавить сюда мясо. Один из завершающих этапов. Сейчас это все немножко протушится, приобретет общий вкус. Мы добавим зелень, чеснок и все. Уже потемнело, поэтому немножко тут фонариком присветим. В общем, наше блюдо полностью готово. Мы уже голодные, потому что целый день занимались организацией нашего отдыха. Ели только утром, поэтому вот сейчас будет вознаграждение за наши труды. Вот такое вот получилось у нас блюдо. Ну что, друзья рыбаки, блюдо готово. Вот такими неслабыми порциями рыбацкими мы будем его употреблять. Естественно, с нашим любимым бальзамом. Просто для настроения. Поэтому за рыбалку. За рыбалку. После замечательного ужина мы сразу же пошли спать, чтобы скорее наступило утро и мы с новыми силами вновь оказались на рыбалке. Этот день обещает быть довольно жарким, и уже с самого утра начало жарить солнце. Конечно, в такое пекло не очень комфортно ловить, но мы будем стараться как сможем. Сегодня у нас по программе рыбалка и приготовление плова. Поклевка на флет. Там сейчас стоит просто 4 или 5 опарышей. Такая вот вроде бы как густирка, а скорее всего подлещик. Подлещик небольшой, да. 5 опарышей, флет-кормушка. Недалеко от берега, буквально там метров 30. Такая странная поклевка. Как будто перекаты, но здесь нету течения, поэтому это все-таки поклевка. Равномерный тык, 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 без всяких резких рывков. Посмотрим, что это. Что-то есть. И это синец. Да. Это наш друг синец, только поменьше, чем как мы ловили с лодки. Но все-таки наличие синца радует. Сейчас попробуем поставить пенку. Я сменил дистанцию. Возможно, это и дало поклевочку. Поменял дистанцию, немного перешел ближе. И сразу вот на падении даже не успел вообще ничего сделать. Только забросил, сразу вершинка начала отрабатывать. И это чехонька. Небольшая. Ну, в принципе, я и думал, что это чехонька, потому что так на падении может клевать только чехонька. Ну плюс в этот раз я еще подсадил пенопласт сюда. Рассчитывая на синца, но клюнула чехонька. Видите, поклевочка достаточно мощная. Посмотрим, что на крючке. Я ставлю или синец, или чехонь. Ну, я больше на синца, потому что пенки у Вити не было. Хороший подлещик. Возьмем, не возьмем. А это синец. Это синец. Хороший. Вот таких мы на лодке и наловили.
Снова поклевочка. Витя нас сегодня облавливает. И это опять синец. Вот так он обычно и делает. Это уже не синец, это уже подлещик. В общем, солнце жарило, но на удивление рыбка весь день поклевывала. В прилове рыба была разная, но в основном это был синец и подлещ. На рыбалке время летит незаметно, и не успели мы оглянуться, как уже скоро наступит вечер. Поэтому сейчас мы перезабросим удилище и пойдем готовить долгожданный плов. Снасти закинуты, посмотрим, как идут приготовления к плову. Костер вовсю горит. Масло уже там. Масло уже там, нагревается. И следующим мы сюда забрасываем лук. Сегодня пловом у нас командует Денис. Попробуем, что получится. Ну, я уверен, что получится вкусно, потому что уже пробовал такое. Пока мы тут смотрели на стоячие вершинки, клёва практически нет, жарко. Денис тут продолжает делать плов. А покажи, что на каком этапе. Уже, я так понимаю, мясо. Лук дошел до золотистой корочки. Я закинул мясо. Мясо также немножко поджарилось, прижарилось, скажем так. Я закинул морковку и сейчас все это дело хорошо перемешал и жду, пока морковка пустит максимально сока и немножко размякнет. Еще там даже специй нет, но запах уже просто сейчас божественный. морковка пустит сок и сразу пойдут туда уже специи. Ну что с пловом? Плов, все хорошо, уже закинул туда рис, залил водой. Сейчас подготавливаю чеснок. Специи уже там? Специи уже там, зирвак готов. Как это вкусно пахнет. Сейчас очень важно, чтобы был стабильный небольшой огонь, чтобы снизу зирвак не подгорал, потому что я ничего не перемешивал. Просто приготовил зирвак, сверху насыпал рис, залил водой, и там получается два ровных слоя. Снизу зирвак, сверху рис. Потом в конце это все перемешивается. И для того, чтобы зирвак сейчас не сгорел, очень важно, чтобы был небольшой огонь. Сейчас поднимем котелок еще выше, потому что я дрова только подбросил, и огонь пока разгорается, он довольно высокий. Сейчас главное, чтобы рис приготовил. Пока доготавливался наш плов, у Влада внезапно произошла мощная поклевка. Оказалось, что это клюнул хороший крупный подлещик. Клюнул он на 3 опарыша. Теперь уж точно уха нам обеспечена, но это будет уже завтра. А сейчас нас ждет вкуснейший плов, приготовленный на костре. Поэтому удочки в сторону, всех прошу к столу.
Просто идеально. Сидишь на природе у воды, кушаешь горячий плов, общаешься, а вокруг больше никого. Никаких домов, никаких машин, только рыбалка и природа. Вот так мы и просидели до темноты, после чего пошли отдыхать, ведь с утра снова на рыбалку. Тем более завтра последний день нашего отдыха, и он, как всегда, достаточно насыщенный. Вот и наступил новый день. Сегодня пасмурно, даже немного прохладно, и такое чувство, что вот-вот пойдет дождь. Поэтому план был такой. Складываем часть уже ненужных вещей, чтобы они в случае дождя не намокли, затем еще немного ловим, варим уху и собираемся домой. Была очень мощная поклевка, скорее всего синец, наверное. Ну, подсаку, да, подстрахуйте подсакой. Потому что что-то, он как вершинка отрабатывает. Там еще поводочек тоненький совсем. Смотрим. Но это не синец, это подлещик, насколько я понимаю. Да, это подлещик. На 3 опарыша клюнул. Такой вот. Дениса поклевка, так достаточно бойкая. Как обычно, только приготавливаешься подсекать, поклевка прекращается, но не в этот раз. Думаю, это плотва. Но нет. Это таки подлещик. Так, ну что ж, друзья, уже у нас 3-й день, скоро мы будем собираться домой, но перед этим мы решили все-таки сварить уху. Слава богу, рыба у нас есть, только нужно ее достать как-то. Ого, глубоко там. Когда ставили садок, воды было меньше, сейчас уровень поднялся. Заодно посмотрим, что мы тут поймали. А поймали мы вот что. Плохо через садок, конечно, видно. Вот так вот. О. Вот такой вот у нас улов за эти дни. Ну, если учесть, что первый день мы вообще не ловили. 2-й день
было очень жарко, мы тоже так иногда подходили к удочкам. В основном сегодня активно. То в принципе нормально. На уху есть и хорошо. Да, у нас была главная цель — это поймать на уху. Влад, давай выбираем какую-то рыбу для ухи. Я ж думаю, нам всю доставать не надо. Нет. Давай как-то я вот так сложу эти. Получается достать? Да-да-да. Синец. Подлещика, наверное, возьмем. Да. На уху хорошо будет. И еще какого-то возьми, нам много не надо. Вот синца может какого-то. Я синца лучше на таранку оставить. Вот О, подлещик хороший. давай, все. Я думаю, будет достаточно. Конечно. Поставим пока садок назад на место. Мы уже все подготовили. Котелок висит, вода налита. Я уже сюда кинул 2 целых луковицы, 2 больших морковки порезал крупно. И сейчас ждем, пока Влад почистит рыбу. Ну и, конечно же, надо картошку тоже. Пока я там готовил уху, Влад меня позвал, у меня произошла поклевка. Хорошая была поклевка, сейчас посмотрим. Тяжело, реально тяжело идет. Сейчас попробуем вывести его. Вот так. Это кто? Нет, не синец, подлещик. Думал синец, но это подлещик. В садок его. Ну что ж, друзья, на сегодня это уже скорее всего последний заброс. Потому как уха совсем скоро будет готова, мы обедаем и начинаем собираться. Пока соберем и упакуем все вещи, пока доедем, уже и потемнеет. Рыбалка была совсем не скучной. Рыба постоянно поклевывала, причем у всех троих. Рыба была разной, клевала на разных дистанциях и никогда не знаешь наверняка, что же там на крючке. Но вот только карась не захотел к нам идти. Возможно, в этом месте его просто не было. А вот флет-кормушка сработала, хоть и не по карасю, но другая мирная рыба периодически ей интересовалась. В итоге отдых удался. Всем нашим зрителям хочу пожелать почаще выбираться на такие длительные рыбалки и как можно дальше от шумных загазованных городов. Уловистых вам рыбалок, наваристой ухи и сочных шашлыков. Всем пока, до новых встреч! И кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. Также заходите на официальный инстаграм Fishing Video Ukraine, там много интересных фотографий из жизни нашего канала и его авторов.